Меня зовут Галина, мне 62 года, и я хочу рассказать вам историю, которую долго не решалась рассказать никому, даже себе. Начну с того дня, когда все изменилось. Не с красивого момента, с некрасивого. Был ноябрь. Слякоть, темно уже в 4. Я стояла у плиты и варила суп. Одна, как всегда. За окном горели чужие окна. Я смотрела на них и думала: вот там семья, вот там кто-то кого-то ждет. А здесь я и кастрюля с борщом, которого получилось много, а есть его буду одна всю неделю. Муж умер 6 лет назад. Инфаркт. Быстро, без предупреждения. Утром ушел на работу, вечером его не стало. Мы прожили с ним 34 года. Не идеально, всякое было. Но это был мой человек, мой дом. И когда его не стало, исчез не просто человек. Исчезла я сама. Та Галина, которой было для кого готовить борщ, которой было что рассказать вечером, которую кто-то ждал. После похорон дети, сын Артём и дочь Катя, несколько месяцев звонили каждый день. Потом реже, потом раз в неделю, потом по праздникам. Я не обижалась. У них своя жизнь. Внуки, ипотека, работа. Я понимала. Но ноябрьскими вечерами понимать это было тяжело. Я работала всю жизнь бухгалтером, вышла на пенсию, думала, отдохну. Но отдых без смысла — это не отдых, это медленное умирание. Я записалась на курсы компьютерной грамотности при библиотеке. Не потому, что мне был нужен компьютер, потому что надо было куда-то идти по утрам. Вот там я его и встретила. Его звали Николай, 65 лет, вдовец, бывший инженер. Пришел на те же курсы, тоже, как потом признался, не ради компьютера. Просто надо было куда-то идти. Мы сидели за соседними столами. Преподаватель, молодая девочка лет 25, объясняла, как создать папку на рабочем столе. Я не понимала, Николай не понимал. Мы переглянулись и оба засмеялись. Вот и все. Вот с этого и началось. Мы стали ходить пить чай после занятий. 1 раз, 2, 3. Николай рассказывал про свою жизнь, я про свою. Никакого флирта, никаких намётов. Просто 2 человека, которым было хорошо рядом, которым было о чем говорить, которые не чувствовали себя невидимками, когда были вместе. Я не думала о том, что это может стать чем-то большим. Честно, мне было 60 лет. Я считала, что эта часть жизни закрыта, что любовь — это для молодых, что мне осталось внуков нянчить и огород полоть. Мне так говорили. Мне так говорила моя мать, ее мать. Весь мой мир говорил: в твоем возрасте уже не бегают на свидания. Но сердцу не объяснишь, оно не читало этих правил. Однажды мы засиделись в кафе до позднего вечера. Говорили про детей, про потери, про то, каково это — просыпаться утром и первые секунды не понимать, почему рядом никого нет. Николай взял мою руку и сказал: «Галя, я рад, что ты появилась». И я ничего не ответила, просто заплакала. Просто потому, что кто-то, наконец, сказал вслух то, что я 3 года боялась признать сама себе. Мне нужен человек рядом. Мне нужна жизнь. Настоящая. 3 месяца мы встречались тайно. Не намеренно, просто ни я, ни он не знали, как об этом говорить. Детям, знакомым, себе. А потом Николай сделал мне предложение. Ни в ресторане, ни с кольцом. Мы сидели у него на кухне. Он варил кофе и вдруг повернулся и сказал: «Галя, выходи за меня замуж. Я не хочу больше жить порознь. Просто, без украшений». И я сказала «да». А потом начался ад. Я позвонила Кате первой. Думала, она поймет. Она у меня мягче, добрее, врач по профессии, умная женщина. Я сказала: «Катя, я хочу тебе кое-что рассказать. Я познакомилась с одним человеком, хорошим человеком. Мы хотим пожениться». Пауза. Долгая пауза. Потом: «Мама, тебе 60 лет». «Я знаю, сколько мне лет, Катя. И ты серьезно? Ты понимаешь, как это выглядит со стороны?» Я не понимала тогда, что значит «со стороны». Я понимала только то, что чувствую изнутри, но для моей дочери важнее оказалось «со стороны».
Артем позвонил сам, Катя ему рассказала. Он не кричал. Артем говорил спокойно, ровно, как разговаривают с человеком, которого считают немного не в себе. «Мам, я не против, чтобы у тебя был друг, но зачем жениться? Что за спешка? Тебя что, кто-то торопит?» «Никто не торопит. Мы просто хотим быть вместе. Ты его знаешь 3 месяца. 3, мам. Откуда ты знаешь, кто он вообще?» И вот тут я почувствовала что-то странное. Не обиду, что-то глубже, как будто меня снова сделали невидимой, как будто моих чувств не существует, как будто я не взрослый человек, проживший 60 лет, а ребенок, которому родители объясняют, что он не так думает. Я попыталась познакомить их с Николаем, позвала всех на ужин. Артем пришел с женой, Мариной, Катя пришла одна, муж не смог. Николай принес торт и цветы, был вежливым, спокойным, немного напряженным. Он понимал, что его оценивают. Ужин длился 2 часа. Все это время Артем разговаривал с Николаем так, будто проводил собеседование. Про работу, про детей, про то, где живет, что за квартира, что за пенсия. Марина почти не говорила, но смотрела так, что я чувствовала себя виноватой, непонятно за что. Катя была вежливее, но после ужина, когда Николай вышел на минуту, она сказала тихо: «Мам, он нормальный мужик, но подумай, ты продашь квартиру, перепишешь что-нибудь, у него своя семья, свои дети». И вот тут я все поняла. Они боялись не за меня, они боялись за наследство. Это больно писать. Больно даже сейчас, когда прошло уже 2 года. Потому что я не хочу думать плохо о своих детях. Я знаю, что они меня любят, но в тот момент их любовь выглядела как контроль, а моя свобода как угроза. Я не продавала квартиру, я не собиралась ничего переписывать, я просто хотела не быть одна, но им этого объяснить не получалось. Мы с Николаем решили пожениться тихо, без торжества. Расписались в ЗАГСе, были 2 свидетелей, его соседка и моя подруга Тамара. Тамара плакала от радости. Я тоже плакала. Николай держал меня за руку. Артем узнал на следующий день. Не звонил 3 недели. Катя написала сообщение. «Поздравляю. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Только это. Без «мама», без «люблю». Просто «надеюсь, ты знаешь». В ту ночь я лежала рядом с мужем. С мужем. Это слово мне надо было привыкнуть говорить про Николая. И думала, правильно ли я сделала, не предала ли я что-то. Память о первом муже, право своих детей считать, что они знают лучше. Николай не спал, чувствовал, что я не сплю. Он сказал: «Ганна, ты ни в чем не виновата». Я сказала: «Я знаю», но не была уверена. Первые месяцы совместной жизни были странными, хорошими и странными одновременно. Хорошими, потому что я впервые за 6 лет не просыпалась в пустоту. Раньше я открывала глаза, и первое, что чувствовала, — это тишина. Не просто тишина в комнате, тишина внутри, такая, которая давит, когда понимаешь, что сегодня весь день ты будешь разговаривать только с собой. Может, позвонишь Тамаре, может, пойдешь в магазин и скажешь продавщице спасибо, и это будет единственный живой голос, который услышишь за день. А теперь утром на кухне стоял человек. Варил кофе, гремел чашками, иногда что-то бормотал себе под нос, новости слушал по радио. По-старому, не через телефон. И вот эти звуки, обычные, бытовые, совсем незначительные, они стали для меня чем-то вроде кислорода. Я заходила на кухню, Николай поворачивался. Выспалась? И я понимала, что я есть, что меня кто-то видит, что я не невидимка. Это звучит, наверное, странно, но вы поймете, если когда-нибудь жили одни по-настоящему. Не неделю и не месяц, а годами, когда привыкаешь быть невидимым даже для самого себя. Но одновременно странно, потому что я разучилась жить с кем-то. 6 лет — это много. За 6 лет я выстроила свою жизнь, свои привычки, свой распорядок. Я ложилась спать с книжкой, когда хотела, ела, что хотела и когда хотела. Могла в воскресенье в полдень лежать в халате и никому ничего не объяснять. Это тоже своего рода свобода. Горькая, но свобода. И вот в эту жизнь вошел другой человек. Со своими привычками, со своим прошлым,
со своими 35 годами первого брака, которые сформировали его так же, как мои 34 меня. 2 пожилых человека, 2 сложившихся характера и 1 квартира. Николай был аккуратным до невозможности. У него каждая вещь лежала на своем месте. Он никогда не оставлял чашку немытой. Никогда не клал вещи «пока сюда». Я, наоборот, у меня «пока сюда» превращалась в «навсегда тут». Николай не говорил ничего, но я видела, как он смотрит на мою сумку, которая уже 3-й день стоит посреди коридора, и сама убирала. Иногда с улыбкой, иногда с легким раздражением на себя. Николай вставал в 6 утра. Я в 8, а то и в 9. Он не шумел, ходил тихо специально, но я все равно просыпалась. Не сердилась, просто лежала и слушала, как он живет там, на кухне, и думала, что это хорошо, что это правильно. Николай смотрел новости. Я их не переношу, особенно последние годы. Включишь, и сразу тяжесть на душе. Мы договорились. Он смотрит новости в наушниках, я не комментирую его привычку, Николай не обижается на мою нелюбовь к новостям. Вот так и притирались. Медленно, с разговорами, иногда с паузами, в которые каждый думал свое, но не уходил, просто сидел рядом и молчал. И это молчание было не пустым, оно было теплым. Его сын Виталий позвонил через месяц после свадьбы, просто проверить, как отец. Поговорили коротко. Николай сказал: «Все хорошо, живем». Виталий помолчал и сказал: «Ну ладно». Ни я рад, ни поздравляю, просто «ну ладно». Я не обижалась. Я понимала, ему тоже нужно время. Катя позвонила на мой день рождения, в феврале. Поздравила, спросила, как я. Голос был немного деревянный, но она позвонила, и это уже что-то. Артём не звонил совсем. 2 месяца тишина. Я старалась не думать об этом, не получалось. А потом случилось то, чего я совсем не ждала. В марте Николаю стало плохо. Мы сидели вечером, смотрели какой-то фильм, Николай выбирал, я соглашалась, и вдруг он говорит: «Галь, что-то давит». Я посмотрела на него, лицо серое, рука на груди. Я вызвала скорую, не раздумывая ни секунды. Пока ехала машина, сидела рядом с ним на полу, держала за руку, говорила что-то, не помню что. Просто говорила, чтобы он слышал голос, чтобы не уходил в себя. Приехали быстро. Увезли его. Я ехала следом на такси. В больнице меня не пускали. Только родственники. Я сказала: «Я жена». Показала свидетельство о браке. Хорошо, что взяла с собой. Пустили. 3 дня в кардиологии. Не инфаркт. Слава богу. Гипертонический криз. Серьезный, но без необратимых последствий. Сказали следить, беречь, таблетки строго по расписанию, никаких нервов, режим. Я не отходила. Сидела в коридоре на жестком стуле, пила больничный чай из автомата, бумажный стакан, безвкусная жидкость. Разговаривала с врачами, записывала все, что они говорили. И все это время внутри жил страх. Старый, знакомый, тот самый. Несколько лет назад он пришел в виде телефонного звонка. «Ваш муж...» И дальше слова, которые я не хочу вспоминать. Я знала этот страх. Я думала, что привыкла. Оказалось, нет. К такому не привыкаешь. На 2-е сутки я вышла на улицу подышать. Позвонила Тамаре. Она спросила: «Как ты?» Я начала говорить и поняла, что плачу. Некрасиво, не тихо, как плачут, когда больно по-настоящему. Тамара сказала: «Я еду». Я говорю: «Не надо». Она говорит: «Еду». Приехала через полчаса. Мы сидели в больничном скверике на холодной скамейке, и она просто была рядом. Не говорила умных вещей, не советовала, просто сидела. Это важно — иметь человека, который просто сидит рядом. Это дороже любых слов. На 3-й день Николаю стало лучше. Он лежал в палате, уже розовее, уже улыбался. Когда я вошла, он посмотрел на меня и сказал: «Ты выглядишь хуже меня». Я говорю: «Спасибо, дорогой». Николай взял мою руку. «Не бойся, я никуда не собираюсь». И вот тут позвонил Виталий. Николай взял трубку. Я слышала, телефон лежал между нами. Виталий говорил: «Папа, тебе нужно переехать ко мне, здесь тебе будет лучше, я прослежу, врачи рядом, и вообще, что ты там один?» Николай сказал: «Я не один».
Виталий. «Папа, вы женаты совсем немного, ты же понимаешь». Николай спокойно перебил. «Виталь, я живу с женой, это мое решение. Приезжай, если хочешь, рад буду, но переезжать я никуда не собираюсь». Пауза. «Хорошо, папа». И все. Я молчала. Николай посмотрел на меня. «Он хороший, просто боится потерять». Я кивнула. Я понимала это. Дети боятся потерять нас, и от этого страха делают иногда жестокие вещи, говорят слова, которые режут. Но за этими словами страх, не злоба, страх. Это я тогда начала по-настоящему понимать. Николай вернулся домой через 3 дня. Бледный, тихий, немного растерянный. Дома сел на диван, огляделся и выдохнул. Так выдыхают, когда оказываются там, где надо быть. Виталий приехал через неделю. Позвонил в дверь. Я открыла. Он стоял на пороге с пакетом. Там были какие-то домашние консервы, пирог в фольге. Протянула мне. «Это отцу. И вам». Зашел. Прошел к отцу. Они говорили долго. Я не слушала, ушла на кухню, гремела там посуда и ставила чайник, резала пирог, который он принес. Потом зашел в кухню, сел за стол. Я налила чай. Мы помолчали. Потом он сказал, тихо, глядя в чашку: «Я прошу вас заботиться о нем». Вот и все. Не простите, не я был неправ, просто прошу заботиться. Мужчинам это трудно, особенно когда им за 40, и они привыкли быть правыми. Я сказала: «Я буду». И мы пили чай, молча. Но это было уже другое молчание. А через 2 недели позвонила Катя. Не по расписанию, не по поводу, просто позвонила вечером. Спросила, как я, как Николай. Потом сказала: «Мам, мы хотим приехать в воскресенье. Можно?» Я говорю: «Конечно». Повесила трубку. Постояла у окна, смотрела на вечерние огни. Чтобы жизнь сдвинулась с места, иногда нужно, чтобы кто-то заболел, чтобы пришел страх, чтобы люди вспомнили, что важно, а что нет. Грустно, что так работает, но так работает. Они приехали в воскресенье, все сразу, и это был, наверное, первый раз, когда я почувствовала что-то похожее на настоящий семейный день. Катя с мужем Лёшей и детьми, Машей 8 лет и Тимофеем 5, Артём с Мариной отдельно, немного позже, как будто случайно. Но я-то знала, они договорились, просто никто не хотел это признавать вслух. Ну и ладно. Николай встал рано утром и начал печь блины. Я проснулась от запаха. Вышла на кухню, он стоит в фартуке, сосредоточенный, как будто это не блины, а что-то очень ответственное. Я спрашиваю: «Коля, зачем столько?» Он говорит: «Дети приедут, внуки». Произнес это просто, как само собой разумеющееся. Внуки. Мои внуки, его внуки. Вот так вот, без лишних слов. Я смотрела на него и думала, сколько ему стоило вот это все: приходить в чужую семью, терпеть подозрительные взгляды, слышать вопросы про завещание, лежать в больнице и успокаивать меня вместо того, чтобы самому бояться, сносить холод чужих детей, которые видели в нем угрозу, и при этом вставать утром и печь блины для людей, которые его едва принимали. Вот это сила, не та, про которую пишут в книгах, простая, тихая, человеческая. Маша пришла первой. Влетела в квартиру, как все дети влетают в незнакомое пространство, с интересом и без тормозов. Заглянула на кухню, уставилась на Николая. Он обернулся, улыбнулся. «Привет». Маша говорит: «Ты дедушка Коля?» Он немного растерялся, посмотрел на меня. Я пожала плечами, мол, решай сам. Он говорит: «Ну, можно и так». Маша взяла блин прямо со сковородки, откусила и ушла. Все, для нее вопрос был закрыт. Дедушка Коля значит дедушка Коля. Если бы взрослые умели так, без вот этого многомесячного внутреннего совещания с самими собой. Тимофей оказался другим. Тихий, серьезный, не по возрасту. Зашел, сел в углу дивана, смотрел. Долго смотрел на Николая. Потом подошел и говорит: «Ты умеешь делать самолетики из бумаги?» Николай говорит: «Умею». «Настоящие? Летающие?» Тимофей подумал секунду. «Ладно». И все,
Они ушли вдвоем в комнату делать самолетики. Через 10 минут уже смеялись там. Вот так дети принимают людей. Не по анкете, не по логике, а по ощущению. За столом поначалу было напряжение. Взрослое, нухое такое. Артём разговаривал с Николаем вежливо, но осторожно. Марина помогала мне убирать тарелки. Это уже хорошо, это уже контакт. Катя сидела напротив Николая и смотрела на него так, как смотрят люди, которые уже почти решили что-то, но еще не до конца. Потом Тимофей прибежал с самолетиком. Они сделали его из старой газеты с загнутыми крылышками и запустил через весь стол. Самолетик полетел, приземлился прямо в тарелку с салатом. Все замолчали на секунду, а потом засмеялись. Все разом. И Артём, и Марина, и Катя. И напряжение вот это взрослое, тяжелое, немного отпустило, как форточку открыли. После обеда Артём вышел на балкон. Закурил. Я не знала, что он снова курит. Значит, нервничал все это время. Я вышла следом. Мы стояли, смотрели во двор, молчали. Потом он говорит, не глядя на меня, в сторону: «Мам, прости меня». Я не ожидала, совсем не ожидала. Артём не из тех, кто просит прощения. Он с детства такой, скорее промолчит, чем скажет: «Я был неправ». Это от отца. Тот тоже не умел. Я говорю: «За что?» Артём помолчал, потом: «За то, что думал о квартире, за то, что не думал о тебе. Ты одна была 6 лет, я знал. Звонил раз в неделю, думал, ну и ладно, живет. А ты там варила суп на 5 и ела его одна. Я не хотел думать об этом, потому что тогда надо было что-то делать, а делать было неудобно. Вот и не думал. А когда ты нашла человека сама, я начал возмущаться. Это неправильно». Я не знала, что сказать, просто обняла его. Артём обнял в ответ, крепко, по-настоящему. Последний раз он так меня обнимал, наверное, на похоронах отца. Постояли так минуту, потом он говорит в мою сторону, с легкостью уже отпустила: «Блины хорошие, сам делал?» Я говорю: «Сам». Он: «Ладно, зачтем». Я засмеялась, он тоже. Вот так это бывает. Некрасиво, не как в кино. Просто 2 человека на балконе, один курит, второй мерзнет, и говорят друг другу то, что надо было сказать давно. Вечером, когда все уехали, мы с Николаем сидели на кухне. Он мыл посуду, я вытирала. Просто так, рядом. Николай говорит: «Хороший день?» Я говорю: «Хороший». Больше ничего не нужно было. Но я хочу сказать вам кое-что важное. Вот именно сейчас, в конце этой истории. Потому что я долго думала, стоит ли это говорить вслух. Решила, стоит. Когда я познакомилась с Николаем, мне было стыдно. Вот честно, стыдно. Я, 60-летняя женщина, хожу на свидание. Краснела сама перед собой. Думала, люди увидят, засмеют. Дети узнают, осудят. Подруги скажут, совсем из ума выжила. И знаете что? Некоторые именно так и сказали. Одна приятельница, с которой мы лет 20 знакомы, позвонила и говорит: «Галь, ну ты понимаешь, что смешно выглядишь? В твоем возрасте...» Я ее перебила. Сказала: «В моем возрасте я имею право быть счастливой. До свидания». И положила трубку. Больше не разговаривали. Не жалею. Потому что вот что я поняла за это время. Нас с детства учат, что любовь — это молодость, что романтика — это до 40, что после уже только внуки, огород и доживать. Это не жестокость. Это просто такая картинка мира, которую нам передали наши родители, а им их родители. Картинка старая, неправильная, но очень живучая. И вот эта картинка сидит в голове, и когда сердце говорит одно, голова говорит: «Да ты что, в твои годы, опомнись». И многие слушают голову, и остаются одни, и варят суп на 5, и смотрят в чужие окна. Я не говорю, что все должны выходить замуж в 60. Я говорю другое, что одиночество — это не почетная обязанность пожилого человека, что если рядом оказался кто-то хороший, это не смешно и не стыдно. Это просто жизнь, продолжающаяся, живая, настоящая. Дети мои хорошие люди, я это знаю. Они испугались потерять меня, испугались чужого человека рядом, испугались перемен. Это нормально бояться. Ненормально запрещать маме жить из-за собственного страха. Но они справились. И я справилась, потому что не отступила. Николай иногда спрашивает: «Галь, ты не жалеешь?» Я говорю: «Ни о чем». Он смеется. «Даже о том, что я встаю в 6?» Я говорю: «Даже об этом». Хотя это неправда, честно говоря.
О 6 утра я немного жалею. Но обо всем остальном нет. Нам обоим уже за 60. У нас нет иллюзий. Мы знаем, что здоровье — штука ненадежная. Знаем, что времени меньше, чем хотелось бы. Знаем, что каждый хороший день — это подарок, а не само собой разумеющееся. Поэтому мы не откладываем. Не говорим «потом съездим», «потом посидим», «потом поговорим», потому что «потом» — это роскошь молодых. У нас сейчас. И это сейчас мы стараемся не тратить впустую. В прошлом месяце мы ездили на 3 дня в Суздаль. Просто так, без повода. Гуляли, мерзли, пили горячий сбитень, фотографировались как туристы. Николай купил мне деревянную брошку на рынке, смешная, нелепая, с нарисованной кошкой. Я ношу ее на пальто. Маша, когда увидела, сказала: «Бабушка, это красиво». Дети смотрят на нас и видят живых людей, не доживающих, живущих. И это, наверное, лучшее, что я могу передать внукам. Ни квартира, ни деньги, ни правильные советы. А вот это, что жизнь не заканчивается там, где заканчивается молодость, что можно встать утром и чувствовать, что сегодняшний день имеет смысл, что рядом есть человек, что ты нужна. Вот и вся история. Простая, некрасивая, настоящая. Напишите в комментариях, из какой вы страны, из какого города. И еще один вопрос. Напишите честно. Есть ли в вашем окружении такие истории? Женщина или мужчина, кто нашел любовь после 60? Как к этому отнеслась семья? Как сложилось? Мне пишут такие вещи в личку, и каждый раз я понимаю, что таких историй вокруг нас намного больше, чем кажется. Просто люди молчат, стесняются, боятся осуждения. И подпишитесь на канал.